Всем привет, меня зовут Полина Шиманова. Я играю в Турции за Нилюфер Бенгеску. Как вообще российская волейболистка оказалась здесь, в Турции? Тут сходятся все мировые звезды с разных стран. Агент такая: слушай, поедешь в Индонезию? Я говорю: куда? Такая: слушай, Полинка, а не хочешь в Америку? Я такая: о, I'm Polina Shimanova. Communication and Rhetorical Studies. Тут типа кто наглый, тот и главный. Это чемпионат Турции, борьба за выход в плей-офф. Турция объективно у нас сейчас столица мирового волейбола. Хочется все-таки играть в крутой волейбол. Все боятся в мире нашу сборную. У него сейчас идет самый сок, самый трансферный сок на следующий сезон. Какие у тебя планы на следующий сезон? Я была не готова к этому вопросу. Всем привет! Вы на канале Новоселов «Спорт и путешествия». Здесь я рассказываю о российских спортсменах, выступающих за границей. Я продолжаю свое путешествие по Турции и вновь отправляюсь в прекрасный город Бурса. А цель моего визита на этот раз – женский волейбол. В местной команде Нилюфер Беледиеспор выступает волейболистка сборной России Полина Шиманова. И ее карьера – это просто вау. Она 5 лет училась и играла в Штатах. Потом отправилась выступать в Индонезию, а сейчас покоряет чемпионат Турции и борется за попадание в плей-офф. Мы договорились с Полиной встретиться и все это обсудить. Так что впереди большой выпуск про волейбол. Vamos! Бонжур. Я нашел тебя. Давай всем объясним, как мы вообще познакомились. Я сижу вот так вот в кровати вечером, так листаю рилсики, вот так вот, как каждый нормальный себе человек. И тут бац, Сережин рилс про Алену ихнему, которая гандболистка, здесь у нас играет в Бурсе. Уже полгода мы обе живем в Бурсе, и мы не знали о существовании друг друга. Я такая смотрю, я пишу: Алена, что за дела? Она такая: оп, не знала. Я на самом деле, как программа «Жди меня», я свожу русских спортсменов, которые живут в одном городе. Все, сконнектились там, сконнектились тут. Сереж такой: ну а что? Ну раз уж мы тут познакомились, можно и записать выпуск. Ты с утра на ногах, расскажи, что у тебя за такой ранний подъем. Ну, девочки такие девочки, салон красоты, там ноготочки, все, дела. День Святого Валентина, понимаете? С кольцом, подожди, вот так надо сказать. Расскажи про кольцо. Я выхожу замуж летом, в общем. Как зовут молодого человека? Молодого человека зовут Иван Пух. Статистик-аналитик команды Белогорье. Ваня. Красавчик. Расскажи, что у нас сегодня, какие планы? Ну, сегодня у нас собрание перед игрой. За час до тренировки, то есть 2:30 собрание, в 3:30 тренировка. С 3:30 до 6 мы треним. Так, заточилой. Так, расскажи, ты машину здесь взяла в аренду? Да ну, клуб дает. Серьезно? Да, у нас почти в каждой команде Суперлиги иностранцам положены автомобили. Это получается сектор-приз, да, прям? Сектор-приз на барабане, да. Вот моя машина. Смотри, тут котики находили, а я ее не помыла. Какая негодяйка. Вот типичные турецкие, будни котов, да. Греемся на машинах. Прыгаем. А, машину открыть, что ли, надо? Welcome. Знаешь, моя любимая, я когда только начала здесь водить, и круговое движение, я не понимаю, кто, где, все куда-то едут. Я прихожу в раздевалку, спрашиваю девочек, говорю: девочки, может, у вас какие-то правила другие? Я говорю: на круговом движении кто у вас главный? Они говорят: ну, тут кто наглый, тот и главный. Ну все, в путь. Искусство турецкого вождения. Здравствуйте, дяди. Все такие: господи, женщина за рулем, я банжи, огая. Все, вот это мое любимое, это одностороннее движение, но это ничего не значит в Турции, если это одностороннее движение. Тебе спокойно могут ехать навстречу, бибикать: ты чё? Я смотрел видосы с твоим участием в разных клубах, и везде по-разному называют твою фамилию. Шиманова, Шиманова, Шиманова. Объясни финально, как правильно? Шиманова. На второй слог ударения. Ну, не знаю, мне кажется, просто в Турции все привыкли наши славянские фамилии на «ова» делать ударение. Вот они все Шиманова, Шиманова. Да, пока мы едем, ты расскажешь, как ты вообще оказалась в Турции, в Бурсе. Бурса была одним из предложений, которые меня более чем устроило, и я здесь. Я считаю, Турция объективно у нас сейчас столица мирового волейбола.
плане уровня, в плане зарплаты, в плане всего, на мой взгляд. Турецкий волейбольный сплетни – это просто наше любимое развлечение. Вот сейчас идет самый сок, самый трансферный сок на следующий сезон. И это просто открываешь с утра Инстаграм, такой, так, ну что тут у нас еще, кто еще куда перевелся прям. Или кто-нибудь какой-нибудь видос выложит, вообще там не связан с волейболом, там, не знаю, какой-нибудь девочки там, я не знаю, танцуют где-нибудь там после игры. Вся Турция обсуждает этот видос. Им только дай повод. Ну, то есть в Турции женский волейбол вообще дико популярен. Мне кажется, женский спорт это точно самый популярный. Ну, они рекламируют все топовые, их, не знаю, какие-то бренды, фирмы, марки, там на всех банках у них. Что, Vodafone у них спонсор, главное, это сотовая связь. Dyson они рекламируют. Ну, то есть везде, где можно, девчонки реально показывают красоту женского волейбола. Тебя приглашали уже сниматься в каких-то рекламах? Нет, я бы с удовольствием. Нет, пока не приглашали. Но я открыта. Кто смотрит это видео, российский бренд, любые бренды, я согласна. Я когда чекал инфу про тебя, нашел твою страницу на Википедии, и ты можешь представить, что она на турецком. То есть на русском у тебя страницы Википедии нет. Как это вообще возможно? Ты популярнее в Турции, чем в России? Так получается, в российском чемпионате я как бы не светилась особо, ну, поэтому... Но турки, в принципе, люди оперативные, и они, мне кажется, болеют волейболом больше всех на свете, поэтому я не удивлена, что на турецком. Но это очень иронично, да. Свадебный салон. Пойдем свадебное платье выбирать. Ой, тут какая-то улица свадебных платьев. У них вот всегда такое. Ну, я очень хочу сходить с девчонками, со своими иностраночками здесь. Я говорю, у нас будет с вами выход в свадебный салон, и все будете оценивать платьишки. Привал! Все, погнали. Вамос, как ты там любишь говорить? Так, это ваш зал, да, справа, вот к вам приехали сейчас? Дженгиз Гölü волейбол салону. Вот он, вот, но это зад нашего зала. Я честно не знаю, где перед. Мы заходим здесь. Мерхаба. Собрание будет там, а? Hi! I know. Вот он, наш хороший зал. Там мальчишки как раз, это Бурса, Бьюкшахир. Хоба! Тут наши сборные турецкие, нормально, все нормально. Джумарлар! Хайрлы Джумарлар. Сегодня же пятница. Я поняла. А как долго ты готовился к этой теории? Часа 4, может 5. Реально готовился 5 часов? Да, здесь много всего, смотри. Первая страница — это общая информация о ближайшем сопернике и игроках. Вторая и третья — здесь все про направление их атак. А здесь уже часть про их защиту. Сижу просто столько инфы дал сегодня. А вот еще кого-то раньше отпустили, а вас оставили. Это как штрафников? Принимающих. Нам показывают еще, что они подают. Остальным это не надо. Прикольно. Мы тут одни за всех корячимся. Так, расскажи, где мы? Мы в зале нашем игровом тренировочном. Мы тут всегда тренируемся и, соответственно, играем. Вижу фотографии, где ты. Знаешь, где висишь? Вот там. Это мило. В Турции я не видела вообще, что много клубов так делают. В Америке у нас висели такие очень похожие постеры. Прям как это, флешбеки. Какой у тебя план? Расскажи, что у вас будет за тренировка сегодня? Не знаю, нам еще не говорили, но, скорее всего, это предыгровая тренировка. Значит, у нас будет все понемножку, подача, прием. Потом будем крутить расстановки 6 на 6. Сейчас пока растянемся, разомнемся, раскатаемся. Сколько времени есть, каждый сам с усам, что надо, то и делает, то и активирует. У кого что болит, тот то и разминает. Я не знаю, слышно было, как у меня коленка хрустнула? Издержки спорта. Слушай, пока ты активируешься, расскажи вот мне как профану, что значит твоя позиция доигровщицы? Доигровщица. Я считаю, это та позиция, где мы делаем все. То есть, условно, да, если центральный блокирующий у тебя только на передней линии блокирует и нападает, мы на передней линии, мы и на задней линии. Мы универсалы, которые доделывают, да, все, что не хотят делать остальные. Мы как бы задействованы на приеме, мы задействованы в атаке, и на блоке, и в защите, и подаче. Все 5 элементов мы их исполняем.
Опа! Если во время тренировки или игры случается такой казус, и человек типа нападает или подает под сетку, ну такое редко случается, но случается, тогда человек обязан принести баклаву на следующий день на тренировку. Вот у нас француженка вчера напала под сеткой, поэтому сегодня она принесла баклаву. Баклава провинившейся француженки очень вкусная, действительно. Видимо, она очень сильно накосячила, раз такую вкусную баклаву принесла. В Белогорье у мужиков, по-моему, пиццу приносят, если такое происходит, а у нас баклава. Там пришел наш менеджер Яница, она болгарочка, но она разговаривает на русском. Откуда вы знаете так хорошо русский? Я болгарка, и мы в школе учились. Ну, конечно, я практиковала с подружкой в команде и всегда пытаюсь читать, и чтобы не забыла русский. У нас все иностранки очень хорошие девки получились, поэтому, думаю, у нас такие успехи есть. Особенно Поля, она всегда позитивная, все равно болит или не болит, все равно как настроение, но она всегда позитивная и хорошая девушка, короче. Часто приезжают российские волейболистки сюда, в чемпионат Турции? Ну, последнее время для политической этой ситуации меньше. Я уже 30 лет здесь, в Турции. У нас много-много было, конечно, но сейчас меньше. Мы все равно питаемся, следуем там игры, российский чемпионат, российские молодые игроки, постоянно мы питаемся смотреть. А, то есть вы смотрите российский чемпионат? Конечно, да. Ты свой плейлист не включаешь здесь? Не. Ну, либо тут обычно либо американка заведует, либо турчан. Русские песни не заходят. Ragıp, is that for me? Yeah. Я волна, новая волна. Связка сказала, я пойду сегодня вечером куплю GoPro, потому что все так хорошо стали нападать. Я такая, да, это эффект камеры называется. В общем, я рассчитывал, что это будет обычная предыгровая тренировка, ну, растяжечка, небольшая разминка, а девчонки на площадке уже 2 часа просто выкладываются на полную. Я, честно говоря, в шоке от того, что происходит, не знаю, откуда они возьмут завтра силы на игру, но есть, мне кажется, объяснение небольшое тому, что сегодня происходит. На площадку пришел президент клуба, и, видимо, специально для него нужно показать максимум возможностей. Да, в зависимости от клуба. В России, на самом деле, очень часто только часа пробы не дается, и все. А у нас, ну, типа, есть возможность, поэтому фигачим. Но у нас всегда так здесь, перед играми, нас нормально забывают. Не знаю, хорошо это или нет, но пока мы выиграем, значит, работает. Судя по тому, как вы кричали «Нилюфер», сил не осталось вообще. Что это за датчик, расскажи. Называется Polar, он Что ты считает считаешь, да? наш пульс. У нас еще был Верт, который считает... Господи, я не могу говорить за все. А этот пульс только отмеряет, и он показывает в какой-то зоне. Зеленая, оранжевая, желтая, красная. Если в красной зоне, типа, у тебя плохое восстановление, типа, ты устал. Ты сейчас в красной зоне? Я не знаю, да, в черной дыре. Ну, слушай, сегодня так ради президента выкладывались. Ну, в принципе, если мы на подъеме хорошо. Мне кажется, у нас такое и моральное, и физическое состояние достаточно хорошая команда, поэтому иншаллах, как говорится. Так, мне нужно поздороваться очень сильно с моей подружкой, это она на меня обидится. Мартина Чернянская, она полячка, мы в прошлом году играли вместе. Мартина, that's me. My friend.
Yes. What do you think about tomorrow? You win or Полина? Well, I go home. Me too! We have 2 days off. Me too! Нам пофиг на игру, у нас 2 выходных потом. Ну что, на сегодня все у тебя, да? Bitti mis? Так, мы в центре практически, да, города? Смотри, Лувр. Мы в Париже, ребят. Вот именно по бурсе прям я не катаюсь. Вот честно, когда я здесь, это чисто зал, кафешки, салон красоты, торговый центр. Я занимаюсь вокалом, я пою. Ты поешь в машине? Конечно, пою в машине. А как? Это лучшее место для тренировки вокальной. Donnez-moi un cheetah riche, je n'en veux pas des bijoux de Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, je ferai quoi, Очень классно без распевок петь. Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. Ну, что-нибудь такое. 100 баллов. Полина, вы поете великолепно. Спасибо! Единственная проблема занятия вокалом и занятия спортом, что ты постоянно орешь на играх и на тренировках. Меня мой преподаватель по вокалу просто ненавидит за то, что я постоянно прихожу с каким-то осипшим, прокуренным. Он говорит: Полин, ты что ты делала? Я говорю: нет, я просто играю в волейбол, как бы. То есть, если в следующем году тебе скажут: давай, оставляй волейбол, у тебя начинается карьера вокалистки? Не, ну не на следующий год, но лет через 5 я с удовольствием в это уйду. С душой и сердцем, честно. Можно? Спасибо. Привал! А мне просто надо запомнить потом, куда идти. Ты за последние 5-6 лет сменила 8 клубов. Что происходит? Это какой-то челлендж? Ты меняешь клубы, чтобы просто разнообразить свою жизнь? Я очень рада, что ты задал этот вопрос, потому что, мне кажется, иногда у людей просто складывается впечатление, не знаю, что меня не хочет ни один клуб, и меня выкидывают из одного в другой. Нет, на самом деле так не происходит, все хорошо, меня никто ниоткуда не выгонял. Честно, это просто бизнес, где больше платят, там классно, поэтому от этого был такой немножко скачок из Турции в Индонезию, потому что просто приятнее было предложение. У тебя большинство команд из Турции. Почему именно этот чемпионат тебя так привлекает? По 2 причинам. Первое, мне кажется, турецкий чемпионат сейчас самый сильный в плане волейбола, уровня волейбола. Тут сходятся все мировые звезды с разных стран. Я не знаю, когда у тебя будет еще возможность поиграть против Олеси Ора, Мелиссы Варгас. В прошлом году Габи здесь играла, бразильяночка, Бошкович. Понятное дело, Марина, Арина, наши девчонки. То есть тут такая концентрация вообще мировых звезд, что я считаю, это упущение не поиграть в этой лиге. А плата нашего спорта здесь тоже, я считаю, наилучшая в данный момент времени. Чемпионат Турции самый сильный в мире, получается? Я хочу сказать, да. А ты перешла в команду здесь, в Бурсе. Как она называется, правильно? Нилюфер Беледиеспор. Почему именно эта команда? Есть же, более топовые. Для меня главное, чтобы у меня была игровая практика. Честно, намного с большим удовольствием лучше поиграю в клубе пониже, но буду в составе, чем я условно буду в Фенере, в Акифе, но буду сидеть на замене. А условно с моим ростом я очень низкая для волейбола. Есть, тоже небольшие лимиты, в какие клубы можно, в какие нельзя. Поэтому, честно, я лучше буду условно в нижней 8, хотя сейчас мы не в нижней 8, мы вообще-то 6-е. А ты говоришь про рост, что это значит? Что это значит? Я маленькая. Что, 1,82 м для доигровщика в волейболе? Что это? Что? Возьми наших топовых игроков мировых на моей позиции. 1,90 м и выше. То есть я не говорю, что рост это самое важное. Нет. Но это, конечно же, тебе в плюсик, если ты повыше. О, платье, смотри, свадебное платье, видела? Пришли на базар и купили свадебное платье. Это было бы очень по-турецки. Ничего, в принципе, такие варианты. Какой цвет будет у тебя на белый, свадьбе? Я буду белый. Стандартно, традиционно. В белом платье. Но у меня будет 2 платья, но это секрет.
Вот я очень люблю, когда как раз из Стамбула в Бурсу плыву, я беру как раз каштаны в пакетик. Я прям как чистый турок, я беру чаек и каштаны, и этот кошарлый тост. Вот этот тост с сыром. И захожу вот так на вапурчик и такая, все, я турчанилась. Кот. Это так мило, что за ними все ухаживают, их все подкармливают. В Турции есть особая традиция на открытие чего бы то ни было приносить венок. И венки эти очень похожи на наши, такие погребальные венки. Поэтому все, кто приезжает из России, думают, что кого-то хоронят, а на самом деле это просто открытие новой кофейни. Поздравляем с открытием, с днем рождения, это такое радостно. Или на свадьбе эти венки. Это очень необычно. Но, кстати, в Индонезии точно такая же тема. Это как будто мусульманская, может, какая-то тема, я не знаю. Иностранцы приезжают, им сначала режет слух очень молитвы. Ты уже привыкла? Я 2 года уже, получается, в мусульманских странах живу. Турция, Индонезия. Я даже в отпуск на Мальдивы ездила, там все равно азан был. Это становится какой-то обыденной частью твоего дня. Тут продают все эти платочки. Вот прямо все это в платочках. Так, значит, из Бурсы нужно привозить платки. Да. Мне тут нравится. Пойдем внутрь. Он стоил 750, а мне дают за 600. На минуточку. Я почти поторговалась. Ой, буду ходить с атрибутикой бурсы теперь. Как настоящая бурсовчанка. Или бурсянка? Бурсянка. Ну все. Поздравляю. Обурсянились. Классное слово вы придумали. Peki tamam mı? Просто слушаем песни на всех языках мира. Мы здесь встречаемся с тобой, но многие, наверное, не понимают, как вообще российская волейболистка оказалась здесь, в Турции. Объясни, как ты здесь оказалась? Карьера профессиональной волейболистки, когда началась зарплата, это началось условно там, это какой, 3-й сезон мой. Я вообще училась и играла в Америке. Я 5,5 лет играла в Сиракьюзском университете, это штат Нью-Йорк. Here's Shimanova. Could this be it? Yes! There is a new all-time kills leader in Syracuse volleyball history, and her name is Polina Shimanova. Это не было какой-то там мечтой, какой-то там целью поехать в Америку. В университете у меня играла подружка Маша Ливанова. Мне просто пишет Маша, там условно я была, по-моему, в 10 или в 9 классе. Она такая: слушай, Полинка, а не хочешь в Америку? То есть ты поехала, получается, играть туда и учиться? Я туда поехала изначально из-за волейбола. И, соответственно, чтобы быть в этой команде, ты должен быть студентом этого университета. Я обожала учебу, я закончила школу с золотой медалью. Я прям люблю учиться. И у меня была возможность остаться играть в Россию, и начать играть в Суперлиге. Но когда, условно, я приезжала на просмотр в одну из команд, и я спрашивала, говорю: слушайте, а как у вас с учебой, что происходит? И народа просто в ступор ставил этот вопрос, и они такие: у нас все идут там, в Лесгов тогда там или... И это, знаешь, было на автомате, как будто им вообще никто никогда этот вопрос не задавал. И меня это так... Я так взгрустнула, я такая: блин, а что, все, учеба, чао, только волейбол, и что после? И тогда, когда Америка пришла, я такая: блин, там можно играть, и там можно учиться, и я получу образование, которое будет котироваться, условно, во всем мире, да, то есть этот момент, когда я понимала, что я смогу там совместить волейбол и учебу, это прям было такое поворотное, роковое решение, блин, классно, я хочу туда, я хочу волейболить и хочу учиться. Университет, в котором ты училась и играла, он занимается исследованиями, это я на сайте прочитал. В какой области и что там исследовал ты? Communication and Rhetorical Studies. Я просто называла, журналистика. А откуда вообще у тебя желание учиться на журналистике?
не знаю, все время было какое-то желание быть на сцене, общаться с людьми, узнавать что-то новое. Просто вот это вот взаимодействие с людьми, это про меня. Я пыталась там игры комментировать, будучи на магистратуре. То есть ты будущий, возможно, комментатор волейбола? Вполне возможно. Я была бы очень рада, если бы так когда-нибудь случилось, да. Я не знаю, меня прикалывало сидеть за стоечкой, быть ведущим. У нас была своя студия именно на территории университета, что было очень круто, и мы прям, ну, как у нас было, 60 минут, типа, эти новости, и мы были там в прямом эфире на ютубчике, ну, это прям очень классно. To speak with one special group in particular. Polina? Thank you, Michael. I got your name this time right. Я нашел твой YouTube-канал и хочу, чтобы ты вот прокомментировала, что здесь происходит, что это за видос, который ты делал, окей? Reporting from Elbridge Fire Station for Democracy in Action, I'm Paulina Shimano. Это у нас что было? Предвыборная кампания. У нас в Америке проходили выборы. Yes, you heard her right. Делаем выпуск про конкурс бороды и усов. In Syracuse, I'm Paulina Shimanova, NCC News. И обязательно нужно было выдерживать нам типа 5 секунд до, 5 секунд после. Ты прям в голове считал, типа, 1, 2, 3, 4, 5, все, можно типа снимать улыбку. Так, такой стоишь, все. If you're a construction worker, Reporting from Elbridge Fire Station, in Syracuse, I'm Paulina Shimanova. Back to you in the studio. Ну ты гордишься тем, что ты делала? Это круто? Или это, знаешь, типа, лучше никто это не видит? Ой, нет, мне пофиг, можно, пусть это народ видит. Это просто для меня было такой импрувмент за год, вообще ни разу не держа там, ну окей, телефонную камеру, но изучав вот эти все тонкости телевидения и вот закамерных, знаешь, штучек, я на самом деле прям горда, типа, блин, я могу вот так делать, типа, ха. Я посмотрел список, значит, известных выпускников вашего универа. Джо Байден, бывший президент США, Питер Фальк, знаменитый актер, в «Коломбо» играл он, и баскетболист Кармело Энтони. Кармело Энтони у нас, по-моему, целое здание его именем названо, где сейчас тренируются спортсмены и баскетбольная команда тоже. Он спокойно может там прийти на игры, такой типа «Всем привет». Не, ну это прям, да, народ почитает, уважает и знает, что типа там учились классные ребятки. И это очень круто, это прикольно, что ты такой, я в этом университете училась. Все ученики пиарились, что мы 1 год были номер 1 тусующий и пьянствующий университет по всей Америке. Типа number 1 party school. И вот это прям народ. Я говорю, ну кому что? Кто рассказывает, что не Кармело Энтони учился, а кто рассказывает, что у нас самый тусующий университет. То есть у вас были лучшие вечеринки в Америке? Где лучшие тусовки? Да, в Сиракьюзе, да. Много ли русских волейболистов и вообще спортсменов вот по такой программе приезжают и учатся? В Майами у нас девочка Лиза Лукьянова была, она сейчас в Суперлиге российской играет. Я с Мариной Марковой там играла, у нас была девчонка Вика Лохманчук с Украины. То есть первый курс было 6 русскоговорящих, мы могли всех выставить на площадке, у нас был тренер русскоговорящий и игроки русскоговорящие. Как в Штатах сейчас относятся к русским? Знаешь, мне этот вопрос задавала моя мама каждый день с 22-го года. Вот она такая, Полин, ну чё, я ни разу не испытала на себе никакого негатива, никакого хейта в сторону русских. Наоборот, даже народ чисто интересовался и был достаточно толерантно в плане, йоу, все ли у тебя хорошо с семьей, все ли у тебя хорошо дома, ну, типа, все ли, is everyone safe, ну, такого плана, что меня очень удивляло. Я думаю, какая им вообще разница, знаешь, с другой стороны, типа, все живут и живут. Я лично, ну, вот на своем опыте негатива никакого не испытала. Я после окончания американского университета должна была играть в американской профессиональной лиге, которая только что открывалась. Она называется Professional Volleyball Federation, PVF. И я подписалась с ними еще за полгода до того, как они начинали, а мне потом просто 2 раза в визе отказали в спортивной, в О1, это что, виза профессионального спортсмена. И все. И клуб такой, мы ничего не можем сделать. И так я оказалась в Турции. Я на самом деле в Америке хотела оставаться, а потом так... Я вот там отучилась, отыграла, и потом, понятное дело, я захотела стать профспортсменом, потому что в Америке вот это ваш американский спорт не считается профспортсменом, что очень иронично, я считаю. Вот, ну и я через наших тренеров нашла агентов, которые, соответственно, мне помогли. Ты говорила, что у тебя есть агент. Я так понимаю, что без агента в волейболе вообще ничего нельзя сделать? Лично не знаю игроков, кто работает без агента. Это, на самом деле, мне кажется, одно из самых сложных решений в начале твоей карьеры, вообще к кому обратиться. Потому что, условно, когда я заканчивала карьеру в Америке,
Это просто пишут миллион каких-то агентов в Инстаграме, что-то в WhatsApp, такие: йоу, хочешь играть, давай мы тебя подпишем туда-сюда. И ты как бы, не знаю ничего в этой сфере, на самом деле достаточно сложно. Официально мое агентство, оно турецкое, меня представляет турок. И плюсом меня еще представляет Инесса Каракмаз. Получается, у тебя агент-девушка. Я такое, честно говоря, раньше вообще не встречал. Это замечательно, когда у тебя агент игрок в прошлом, который понимает все плюшки и загвоздки, и как ты себя чувствуешь как спортсмен, вот это вот постоянно вот давление от агентов, типа вот подписывай, не подписывай, это там классно. Она сама через это прошла, и она понимает, что к чему. Ну, я почекал, она серебряная медалистка Олимпиады в Сиднее. Так точно. На так минуточку. точно. На минуту. То есть у тебя агент, призер Олимпийских игр. В общем, я в надежных руках. Я правильно понимаю, что если ты хочешь уехать играть за границу из России, но без агента вообще не вариант? Ну, мне кажется, на данный момент времени да. Ну, на самом деле, если в Америку поступать, мне кажется, можно еще без агента. То есть там чисто либо ты можешь писать миллион имейлов в разные университеты, но так делают сами американки. То есть они просто рассылают условно свое резюме. Там у нас только в первом дивизионе, что типа самый высший, 333 команды, чтобы ты понимала. Еще 2 таких дивизиона есть внизу. Первый тип самый престижный. Там 333 команды. И вот они вот так вот рассылают свое резюме и ждут чуда. Ну, условно, кто когда кому ответит. А я бы сказала просто еще знать девочек, кто, например, когда-то там играл, да, условно, у меня есть контакты всех там тренеров, да, кто сейчас в Сиракьюзе. И вот, ну, так по сарафанному радио, условно, потому что меня до сих пор тренер сейчас в Сиракьюзе спрашивает, типа, если здесь девчонки, кто хочет, ну, типа, давай их сюда. Вот, потому что кто хочет, девчонки, пожалуйста, вот Полина, пишите ей, Надо она открыть сведет свое вас агентство. с тренерами в американском университете. Хорошо, а если я из чемпионата России, я молодая волейболистка, хочу попасть в чемпионат Турции, вот самый сильный чемпионат сейчас, как мне это сделать? А если мы говорим, да, как из России перебраться в Турцию, мне кажется, это должно быть процентов на 80, наверное, заслуга агента все-таки. Собирать твои видео, отправлять их в разные клубы, типа вот, посмотрите, какой у нас кадр есть. Ну вот я вчера общался с менеджером вашей команды, она сказала, что в Турции многие смотрят за чемпионатом России и следят. Российский чемпионат волейбольный, я считаю, он входит в топ-3, наверное, сильнейших чемпионатов мира, учитывая, что мы не соревнуемся сейчас на мировой арене, но все равно, как бы, наша школа и наш уровень волейбола, он никуда не упал, он никуда не делся, просто он закрылся в свой пузырек российский, поэтому, конечно, я уверена, что за нами следят. В декабре, получается, я закончила университет в Америке, и сразу в январе я приехала в Галатасарай. Значит, ты играла в Турции уже до этого, а сейчас снова сюда вернулась? Да. Я играла в Стамбуле, потом там случайно было 2 сезона в Индонезии, но это мы можем потом развернуть, если надо. Мы идем кушать, все супер, все по плану, настроение отличное, готовы все крушить и ломать. Давай. Частичка России. В городе Бурса мы идем обедать в rесторан Petrov. Вот, пожалуйста. Pemain yang dimaksud adalah Polina Semanova. Lalu bagaimana jadinya jika Semanova benar-benar membela timnas voli Indonesia? Я хотел с тобой про Индонезию поговорить. Объясни, как ты вообще туда попала? Агент такая: слушай, поедешь в Индонезию? Я говорю: куда? И опять же потом, когда разговор зашел за контракты и за деньги, я такая: объективно, там ниже уровень волейбола, объективно, как бы никто туда не бежит за шикарным уровнем волейбола. И они пытаются привести иностранцев, чтобы как бы улучшить уровень, и сейчас это реальный вариант доп. Заработка. И опять 2 года назад я вообще не знала, что это тема, сейчас я достаточно много про это знаю и с удовольствием бы туда вернулась. Но очень специфический чемпионат, очень, там много специфики. Что меня поразило больше всего, что многие волейболистские девушки, они покрыты. Для меня Турция после этого вообще не кажется мусульманской страной, после Индонезии, там, ну, наверное, 80% девчонок в команде покрыты. Ты рассказывала, что во время тренировки прям могут быть молитвы, и тренировка останавливалась. Обязательно тормозят тренировку буквально на минуту, пока закончится молитва. Обычно тренерский штаб уходит молиться, девчонки не молятся. То есть, ну, обычно тренировка продолжается, но обязательно тормозится хотя бы на 30 секунд, на минуту, чтобы послушать молитву.
игроки, которые иностранцы сюда приезжают, мне кажется, делятся четко на две группы. Либо тебе понравился, ты поедешь еще, либо тебе не понравилось, ты в жизни больше туда никогда не поедешь. То есть там, мне кажется, такое четкое разделение. Ты к кому относишься? Я точно поехала бы еще раз. Не отрицаю, что он специфический, я не отрицаю, что ты играешь в волейбол без кондиционеров, плюс 40, ты меняешь футболки каждый сет. Я реально каждый сет переодевалась, бегалась. Я не отрицаю, что мы играем на кафеле с прослойкой Терафлекса. Ну, то есть там очень много фишек, которые могут... Понятно, почему люди туда не хотят возвращаться, но, честно, я просто реально в восторге от страны, от нации, как народ к тебе трепетно относится. Как иностранец в клубе ты там очень сильно привилегирован. То есть у них это базовый минимум, то, что они летают своих игроков. Я летала бизнес-классом туда. Для меня, ну, это вообще шок-контент был. То есть какой бизнес-класс, я просто игрок прилетает, а у них это как будто базовый минимум прописано в контракте. Сам факт того, что народ там такие подарки там отправляют куда-нибудь в отеле, то есть постоянно какие-то открыточки, это прям очень... Ну, там ты чувствовал себя прям звездой? Я чувствовала там себя звездой, да. Да, там это прям четко, меня там очень сильно любят, мне очень хотят, чтобы я вернулась. Ты только показывай им результат, все остальное они тебе дадут. У нас типа отпуск на Бали был в конце сезона, чисто команда такая типа, ну вот, 2-3 дня, там недельку давай. Расскажи, с кем ты ездила? У меня в команде была моя сокомандница Келси Робинсон, или она Келси Кук теперь. Она говорит, полетишь со мной? Я такая... Блин, да чтоб мне вообще там игрок сборной, олимпиадник предложил с ним съездить в отпуск. Я говорю, конечно, с удовольствием. Она такая, слушай, к нам еще друг присоединится. Я такая, ну, друг, ладно, классно, супер. Она такая, ну, это Тейлор Эверилл, это просто основной центральный блокирующий как бы сборной Америки. Я такая... Ну, чтоб всем таких друзей иметь. Я была под такими впечатлениями. Я такая, блин, вот когда волейбол реально коннектит просто и дает возможность познакомиться с мировыми звездами волейбола, и ты их узнаешь просто в нормальной жизни, да, то есть не просто там после игры подойти, там, сфоткаться, автограф взять, а, блин, поехать с ними в отпуск. Поиграть 2 года, например, в Индонезии, можно так заработать, что просто дальше вообще ничего не делать. У меня был контракт, что мне за 4 месяца заплатили столько, сколько за полный сезон в Турции. Можно реально заработать больше, чем в топовых волейбольных столицах. Почему уехала, если там так хорошо платят? Ну, мне все-таки кажется, потому что сейчас такой прайм-тайм, когда можно играть, когда у тебя физическое здоровье позволяет, когда ты в таком самом рассвете, в пике своей волейбольной карьеры. Хочется все-таки играть в крутой волейбол, хочется играть на высоком уровне. Итак, у нас наконец настал день матча. Сегодня команда Полины Шимановой, Нилюфер Белиди Спор, будет играть с девушками из клуба Кузей-Бару. Это чемпионат Турции, борьба за выход в плей-офф. И самое крутое, что встреча проходит в день Святого Валентина. Так что посмотрим, насколько здесь сильно в Турции любят волейбол. Или они променяют его на свидание. Я хотела посмотреть резиночки для волос, потому что у нас сегодня игра в день Святого Валентина, и у нас дресс-код. Ты молодец, опять пришел в розовых штанах, респект. Пожалуйста. Поэтому я хотела посмотреть какие-нибудь резиночки, розовые или красные, купить охапку и принести в раздевалку. О, круто. Розовенькая, красненькая. Ну, мне кажется, резиночки это будет очень милое дополнение к нашему образу. Мы же все-таки профессиональные спортсмены, но мы же девочки. Поэтому куда без этого? Ну, что-нибудь они нахватают по одной резинке на голову. Простите, спасибо. Ну, слушай, я до сих пор в шоке, что мы с тобой катим на матч просто на тачке вот так вот. Без автобуса, без мигалок, без сбора команд. Нет, на домашние матчи все спокойно. Сами взрослые девочки. У тебя было несколько часов до матча. Ты морально настраивала, что ты делала? Все расписано, грубо говоря, по часам. То есть у меня реально есть заметка, где я следую четкому распорядку дня. То есть у меня в какое-то определенное время с утра был сегодня завтрак. Потом у меня была растяжка, активация, 45 минут упражнения. У меня обязательно определенный обед всегда, он один и тот же. Это курица с макаронами и пармезаном. Потом у меня обязательно тихий час. Да, это может быть иронично, но извините меня. Потом я обязательно слушаю наставления своего жениха. Перед каждой игрой у меня кружочек в Телеграме. Будущий муж, аналитик. Это очень под руку играет. Мы реально просматриваем предыдущий матч с первого круга с ним, анализируем, как можно сыграть еще лучше во втором круге с этой же командой. Что безумно круто, когда ты есть человек,
который, грубо говоря, твой личный тренер. Что он тебе посоветовал сегодня? Острое нападение с 4 по 4 зону должно пройти, но не нападать в угол 5, потому что их центральный блокирующий очень сильно тянется. Если я нападаю по линии через низкую связку, то главное не опускать руку вниз, она и низенькая, но она хорошо очень стоит, то есть чуть повыше. Либо если стоит высокая диагональная, фигачить по пальцам блокаут, как я люблю делать. Подожди, стой, я... Серьезно? Справа у нас открывается вид на Estadio de Nilüfer. Вот он, огромный дворец волейбола. Ну, может, чуть-чуть кривовато. Ну, сойдет. Привал! Так, мы идем через черный ход, да? Или это VIP-вход, наоборот? Ну, типа VIP-вход. Ну, удобно, особенно с игр, уходить вниз через него, чтобы на улице через фанатов не идти. Мы удобненько идем на парковку и сразу уезжаем. Удачи в игре! Спасибо! Во время разминки я понял самое главное, нужно просто вовремя уворачиваться, потому что мячи летят со страшной силой. Если вот так вот не делать, то мяч точно прилетит в лицо. Так, ну что, матч стартовал, это первый сет. Увидите, вот эта трибуна почти полностью забита. Значит, не все ушли праздновать День Святого Валентина. Полина на площадке с первых минут, так что смотрим. Счет 6-6 и 4 мяча забила первых Полина. У Нилюфера, видимо, подсказки будущего супруга помогают. Так, пока перерыв между сетами и диктор громко не кричит, посмотрим, какой мерч можно купить и что сколько стоит на матче, что по ценам. Значит, сумка 250 лир, это 500 рублей, шарф 150 лир, это 300 рублей. Вот такая вот игровая футболка стоит 600 лир, это где-то 1200 рублей, ну, вполне приемлемые цены. Так, если вы хотели интригу, то вот вам интрига. У нас 2-2 по сетам. Пятая решающая партия. Впереди пока Нилюфер. Так, счет 14-12. Подает Полина. Если забивают, то победа. Это победа в 5 сетах, 15-12 в пятой партии. Офигеть просто. Это офигеть, 5 сетов. Да, ну мы этого не ожидали, но так всегда немножко расслабляешься, когда типа знаешь, что выиграешь, а я говорю, в этой лиге нет таких игр. Поэтому так раскатали, слава богу, что выиграли. Победа не пахнет, но было жестко.
легче. Она приходит на каждую игру, каждого сезона. Спектакль окончен, гаснет свет, и вот на площадке тоже почти никого нет. 3 победы подряд у Нилюфера, и это в 5 партиях просто шикарное выступление. Я первый раз был на женском волейболе и вообще ни разу не пожалел. И вам советую обязательно на него сходить. В Турции это просто вау. Брум-брум. Господи, как бы сейчас было отвратительно ехать, если бы мы проиграли. Неважно, 3, 4, 5, 6 партий выиграли, вот вообще, ну, как бы удовлетворение. Когда все-таки проигрываешь, а потом куда-то сматываешься, я как-то себя все время чувствую виноватой. Слушай, ну после победы вроде как обычно все идут на какой-нибудь ужин там, да, на отмечать, а мы с тобой куда едем? В аэропорт я еду к своему жениху в Тулу. Ну, у нас просто изначально запланировано, нам сказали, что дадут 2 выходных. А ты сейчас в Россию летишь. Ты когда туда летаешь, думаешь о том, что, может, когда-нибудь там будешь играть профессионально? В России? Да. Да, я не исключаю этот вариант. Он всегда на столе. У нас все равно классная лига, просто она не играет интернационально. У нас тоже очень приличные зарплаты. Просто на данный момент времени еще хотя бы год, 2, 3 хочется поиграть в топовом уровне. И все-таки здесь, ну вот у меня по финансам здесь получились лучшие предложения, чем в России. Ну, то есть те предложения поступали из России? Да. Чтобы сделать сейчас большую карьеру в волейболе, нужно из чемпионата России уезжать или можно там играть? Мне кажется, если ты говоришь, да, про достигнуть каких-то больших целей, большой спорт, ну, для меня это автоматически сборная. Если ты хочешь попасть в сборную, то как будто в приоритете играть в российском чемпионате, чтобы на тебя все тренеры смотрели, ты был на виду. Летом, насколько я правильно понимаю, ты впервые была вызвана в сборную. Это была твоей целью такой попасть туда? Это абсолютно точно, даже если это не было такой публично, ярко выраженной целью, где-то глубоко в сердечке, конечно, это цель любого спортсмена попасть в основную сборную России. Да. Такое самоутверждение, типа, да, я это сделала, я здесь, я этого добилась, неважно какими путями, неважно сколько это заняло времени, типа, мы здесь, и это круто. Все боятся в мире нашу сборную, я не знаю, когда там разговариваю с девчоночками, иностранками, кто в сборной, они такие, блин, типа, ребят, вы когда вернетесь на мировую арену, будет тяжко. Реально они искренне так говорят, типа, они такие, давайте, типа, не возвращайтесь. Там с той же Мартиной Чернянской полячкой я разговаривала вчера, она такая, не надо, без вас так хорошо. Ну, понятно, как бы это от чистого сердца народ, правда, немножко опасается, потому что, во-первых, у нас реально девчонки в топе турецкого чемпионата, Арина Федоровцева, Марина Маркова, просто девчонки сейчас реально звезды мирового уровня. Еще очень много людей, которые тоже классного уровня. То есть я про то, что у нас есть из чего выбрать. Следующие Олимпийские игры пройдут в Штатах, в Лос-Анджелесе. Есть ли у тебя мечта там сыграть в составе сборной России? Мне кажется, я совру, если скажу нет. Конечно, есть. Это мечта любого спортсмена сыграть на Олимпиаде, на мой взгляд. А вернуться в Штаты и вот показать им, что, ребята, смотрите, кого вы отказали в визе. Ну, это будет, да, двойное удовольствие. Да, классно, это будет круто. Vamos a la Москва. Какие у тебя планы на следующий сезон? Ты будешь играть в Бурсе? Нет никакой конкретики, где я буду играть на следующий сезон, но желание остаться в Турции, я не говорю конкретно там город, в этой лиге было бы круто остаться, но предложение в России я тоже рассматриваю, поэтому посмотрим. Но сейчас ты кайфуешь, тебе все нравится, у тебя все складывается так, как ты хочешь. Да, я кайфую, я, может быть, когда-то не ожидала, не ждала, что что-то сложится тем или иным путем, но как оно складывается, меня вполне устраивает. Кто знал, я не знаю, что я этим летом замуж буду выходить условно, ну, знаешь, в плане волейбольной карьеры, кто знал, что я буду в Бурсе этот сезон. То есть оно такое непредсказуемое, но от этого оно не менее интересное. Я желаю тебе хорошо лететь в Москву. Ура! Спасибо! Хорошей тебе дороги, надеюсь, что без задержек все будет круто. До новых встреч, друзья!
Ну что, вот такой вот получилась история Полины Шимановой здесь, в Турции. И эта история ведь не только про спорт и волейбол, она еще и про путешествия, про то, что если очень захотеть, то можно раздвинуть границы мира, побывать в Штатах, в Индонезии, в Турции, и при этом при всем получить качественное образование, стать дипломированным журналистом, сделать крутую карьеру в волейболе и, наконец, попасть в сборную России. Это канал Новоселов, спорт и путешествия. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. У меня в запасе еще много интересных историй, которые, уверен, не расскажет вам больше никто. Скоро увидимся. Пока.